Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Представляю вам интересную модель кофты, связанную крючком. При вязании этой кофты крючком сочетаются две техники. Это поперечное вязание плюс моделирование модели в технике японское плечо, когда шов по плечу и скос по плечу уходит на спинку. Дорогие друзья, в этом видео я подробно покажу, какой узор используется для вязания этой кофты. На самом деле здесь сочетаются три узора. По низу идет такой более плотный узор, имитирующий резинку. Далее основной узор вот с такими продольными линиями и ажурный узор. Причем этот ажурный узор можно менять, различные геометрические линии вывязывать. И у меня вот здесь вот получился такой изящный верх. Дорогие друзья, если вы хотите приобрести полное описание вязания данной кофты, где есть подробный расчет на вязание кофты из любой пряжи на любой размер, плюс полное видео по вязанию всех деталей, переходите по ссылкам под этим видео. Итак, дорогие рукодельницы, сейчас вместе мы провяжем образец узора. В этом образце будут сочетаться три узора. Смотрите, это резинка из полустолбиков, которая идет по низу кофточки. Вы можете вязать на любую высоту. Здесь я буду провязывать всего от начала 8 столбиков. Далее идет вертикальный узор вот этих дорожек из столбики с накидом и чередование ряда соединительный столбик с накидом. И далее вот такой ажурный узор, это чередование в ряде столбиков с накидом, столбик с накидом, 1 воздушная петля. И второй ряд это соединительные столбики с накидом. Итак, как набираем столбики для вязания начального ряда? Здесь смотрите, вот такой ровненький, аккуратненький начальный ряд. И здесь мы особым способом набираем столбики через кольцо, причем это начало вязания получается такое немного эластичное. В то же время, смотрите, аккуратная косичка петель проходит по началу. И этот ряд, он в то же время сильно тоже не растягивается, то есть хорошо держит форму. И чтобы набрать столбики таким способом, вначале, вот смотрите, вот на такую ширину я буду примерно вязать образец. Здесь примерно 18 сантиметров. Вот тройную длину ниточки отмеряем. Вот, и здесь делаем начальную петлю в этой точке. То есть мы перекрещиваем ниточки, подхватываем петлю и делаем начальную петлю на крючок. Далее, смотрите, начинаем набирать столбики. Здесь мы отделяем, идет вот этот хвостик, вот он хвостик, и идет нить от клубка. И начинаем набирать, смотрите, первую начальную петлю или как столбик вместо цепочки воздушных петель. Делаем от хвостика нитью накид на крючок. Далее подхватываем крючком петлю от клубка и провязываем первую петлю как первый столбик начального ряда. Вновь делаем накид на крючок, подхватываем нить от клубка и провязываем как второй начальный столбик. Вот, и так я набираю начальный ряд. Получается вот такой аккуратный шнурок начала ряда. И таким образом набираем необходимое количество столбиков для начального ряда. Точно таким же способом мы набираем начальный ряд на всю высоту детали, допустим, переда или спинки. И далее уже при вязании в поперечной технике направления мы будем вывязывать укороченными рядами и бока, и плечи, делая прибавки, и также вырез горловины. Итак, набираю начальный ряд столбиков.
Итак, я набрала начальный ряд из 40 вот таких начальных столбиков и далее начинаю вязать первый ряд. Первый ряд это у нас идет ряд по лицевой стороне и будет он проходить снизу изделия вверх. И этот ряд, смотрите, по низу мы здесь вяжем резинку из полустолбиков. Первый ряд и далее переходим на основной узор из столбиков с одним накидом. И далее здесь я закончу 3 раппорта вот такого ажурного узора. Итак, начинаю вязание. Смотрите, здесь мы в начале вязания для резинки делаем 2 воздушные петли. И смотрите, вот так вот располагается цепочка начального ряда. И мы эту цепочку вот эти вот петли немножко отворачиваем на себя и начинаем вязать вот за полупетли, которые идут сверху. И вначале мы провязываем, здесь я буду провязывать резинку на 10 полустолбиков, то есть за полупетельку немножко отворачиваем цепочку на себя и вот здесь сверху за полупетельки начинаем вязать 10 полустолбиков. Полустолбики мы вяжем, вводим крючок за полупетлю, вытягиваем петлю и затем провязываем петлю, накид и петлю с крючка. То есть здесь столбик провязывается за 3 действия. Делаем накид, вводим крючок за полупетлю, вытягиваем петлю на крючок и затем провязываем 3 петли с крючка. Итак, я провязываю 1, 2, 3, 4, в начале 10 столбиков. Можно 8 провязать. Давайте 8 сделаем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 полустолбик. И далее в обратном направлении, в следующем, получается, как изнаночном ряду, тоже последние 8 столбиков это будут полустолбики. Показываю, как их надо будет вязать. Далее перехожу на основной узор, делаю накид и также за ту же полупетельку, то есть далее по ряду ввожу крючок и здесь вяжем уже столбики с накидом. Вот, и с каждой полупетельки начального ряда провязываем вот столбик с накидом. И не довязывая последние 6 петель начального ряда, буду формировать ажурный узор. Там 3 раппорта провяжу ажурным узором. Вот видите, какой переход столбиков по высоте. Итак, заканчиваю вязать первый ряд. И смотрите, здесь у меня осталось 6 петель начального ряда. Здесь буду провязывать 3 раппорта ажурного узора. Это 1 воздушная петля, делаю накид, пропускаю петлю начального ряда и в следующую провязываю столбик с накидом. Еще раз 1 воздушная петля, петлю пропускаю, в следующую столбик с одним накидом. И у нас формируются вот такие ажурные дырочки между столбиками. Далее начинаю вязать второй ряд, это изнаночный ряд. Делаю 1 воздушную петлю, поворачиваю вязание. И здесь по изнанке мы вяжем соединительные столбики с накидом. Делаем на крючок накид, вводим крючок во вторую полупетлю вот вершин столбиков и провязываем разом накид и петлю с крючка. И продолжаем вязать так до вот низа. Здесь остается 8 столбиков, на которых мы должны провязать резинку полустолбиками. А до этого момента мы вяжем соединительные столбики с накидом. При вязании таких столбиков на лицевой стороне формируется вот такая пышная дорожка петель. Итак, довязываю до резинки и далее здесь перехожу на вязание полустолбиками. Итак, я практически довязала ряд до резинки внизу и здесь провязываю дно на последнем столбике с накидом,
за вторую полупетлю соединительный столбик с накидом. Можно здесь поставить маркер, чтобы разделять резинку и основной узор. Далее перехожу на вязание резинки полустолбиками. Также за вторую полупетлю вводим крючок. Вначале делаем накид, за вторую полупетлю вводим крючок и здесь вытягиваем в начале петлю и затем провязываем полустолбик. То есть одно движение, и у нас получается не соединительный столбик с накидом, а полустолбик, и формируется совсем другой узор. Здесь я провязываю 7 полустолбиков, и последний полустолбик буду вязать за 2 полупетли, чтобы у нас край был более плотным. То есть здесь мы за 2 полупетли вводим крючок, последний полустолбик, и провязываем здесь его более, чтобы край был не растянутый. Поворачиваем вязание. Начинается третий ряд. По сути, он вяжется точно так же, как первый. То есть, по сути, далее повторяется 2 ряда. Здесь мы вначале набираем 2 воздушные петли, делаем на крючок накид, и с первой петли также за вторую полупетлю столбика предыдущего ряда вводим крючок и провязываем полустолбик. И вначале вяжем 8 полустолбиков для резинки по низу. По высоте данная резинка из полустолбиков совпадает с основным узором. То есть она будет не зауживать, не расширять вот здесь край вязания. То есть она чуть, получается, все равно немножко отличается фактурой, и немножко она плотнее, чем вот узор из столбиков с накидом и соединительных столбиков. Далее перехожу на основной узор и вяжу столбики с накидом. И причем в этом ряду прибавлю 1 раппорт здесь ажурного узора. То есть здесь будет у меня ажурный узор. Вот здесь как на 1 раппорт каждый ряд увеличиваться, вы можете, или уменьшаться. И какой-то вот такой геометрический ажурный рисунок сформировать на кофточке. И для этого я не довязываю 2 петли вот до начала как бы ажурного узора в предыдущем ряду. Итак, я заканчиваю вязать третий ряд, и здесь не довязываю 2 петли до начала ажурного узора как бы в первом ряду, и начинаю формировать ажурный узор, провязываю раппорт, 1 воздушная петля, петлю пропускаю, и следующую полупетлю столбик с накидом. Причем смотрите, чтобы у нас столбики с накидом были как бы друг напротив друга в 2 соседних рядах. И здесь я уже провязываю 4 раппорта. Здесь, кстати, вот последний столбик можно провязать с изнанки, зацепив 2 ниточки, чтобы вот здесь у вас крайний столбик тоже не вытягивалась вот 1 полупетля, вот здесь как в начале. То есть если вы зацепите за 2 полупетли, здесь уже полотно с краю не будет растягиваться. Но по сути, если вы будете сшивать вот этот край, то все равно он, конечно же, закрепится. Далее начинаю 4-й ряд, 1 воздушная петля, поворачиваем вязание на изнанку, и здесь мы вяжем также соединительные столбики с накидом вот до низа, до резинки. Последние 8 столбиков — это полустолбики по низу для резинки. И так повторяются по сути 2 ряда. Как я и говорила, здесь вы можете ажурный узор изменять. Я буду так делать такой ажурный вырез на переде кофточки. По спинке у меня узор будет идти прямо, но он будет там подниматься в высоту за счет скоса по плечам. Сейчас я провяжу образец на большую высоту и буду сравнивать различную пряжу в разных образцах по плотности вязания. Итак, дорогие рукодельницы, я связала 3 образца, и, конечно же, по
ощущениям, по визуалу вы можете выбрать, из какой пряжи вы хотите связать свитер. И, конечно же, у каждого образца здесь даже примерно по толщине одинаковая ниточка, один крючок, но, как вы видите, везде разная плотность вязания. Обязательно вяжите образец, измеряйте плотность вязания. Здесь измеряем плотность вязания, количество столбиков в ряду для расчета мерок по высоте и количество рядов в ширину по высоте образца для расчета мерок по ширине детали. Для каждой детали, для переда, для спинки будет приведен полный подробный расчет из любой пряжи. То есть вы можете подставлять свои значения и выполнять расчет на свои мерки из вашей плотности вязания, то есть из вашей пряжи. Здесь у меня 3 вида пряжи. Первый вариант, самая тонкая ниточка, это Gazal Baby Wool. Моточек 50 грамм, здесь 175 метров. Состав 40% акрил, 20% кашемир, 40% это мериносовая шерсть. Ниточка очень приятная, тактильна. И такое полотно получается, несмотря на то, что связано крючком, такое струящееся, очень красивое. Думаю, кофточка будет такая легкая, тактильно очень приятная. Можно даже, думаю, ее как первый слой надевать. Вторая пряжа, это бюджетный вариант Alize Superlana Classic. Здесь всего 25% шерсть, моточек 100 грамм, 280 метров. Тоже крючок номер 4. Получается чуть плотнее полотно, такое крупнее получается узор, чем вот первый вариант. Как вы видите, узор крупнее, но тоже смотрится вполне неплохо. Для кофточки подойдет отлично. И третий образец у меня связан из китайской пряжи. Довольно бюджетная ниточка, но по качеству мне тоже очень нравится. Она тактильно приятная, так же как и Gazal Baby Wool. Тоже такое получается мягкое струящееся полотно. Ниточка чуть тоньше, чем Alize Superlana Classic. Это тоже крючок номер 4. Здесь моточек 50 грамм, но, к сожалению, не указан метраж. Ну, я думаю, где-то, может, не 175 метров, может быть, здесь 140-150 метров в 50 граммах есть. То есть чуть толще ниточка, чем у Газала. И из этой пряжи, конечно же, я буду вязать кофточку.